Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на такую волнующую, самую популярную, наверное, тему мысли, чувства и действия загаданного человека по отношению к вам. Будет три позиции, первая, вторая и третья. Загадывайте своего человека или троих, выбирайте позицию и будем смотреть. Итак, первая позиция, единички. Благодарю всех, кто смотрит. Благодарю всех за обратную связь, за ваши лайки, подписки, комментарии, как все у кого отыгрывается. Если отыгрывается очень хорошо и выбираете свою позицию, значит ваша интуиция работает очень хорошо. Итак, мысли загаданного человека о вас, единички. Смотрите, здесь ситуация такая, что человек не всем доволен. Здесь есть преграды, причем преграды могут быть в виде соперниц, да, вот здесь вышла королева жезлов, очень часто это соперница, чаще всего это соперница. И те преграды, которые есть, он хотел бы устранить. Если человек в браке, то ему важна его статусность, ему важно его семейное положение. Также человек стремится к своей собственной стабильности и может считать, что вы слишком разные. Вот он такой весь спокойный, а вы такая, знаете, вот огненная, инициативная, постоянно стремящаяся куда-то. Возможно, вы форсируете какие-то события, которые между вами происходят. Да, и сейчас есть трудности, которые человек хочет преодолеть. Но знаете, здесь такое ощущение, что он хочет преодолевать их какими-то, знаете, вот обходными путями. С одной стороны, он несется с шашкой наголо, да, вот приду, развею все преграды, все сомнения разгоню. С другой стороны, он может стараться как-то обойти эти проблемы и думает о том, что нужно что-то вам предлагать, нужно что-то, какую-то либо информацию, которую вы от него ждете, вам донести, либо предложить что-то, что вы давно от него ждали. Что в чувствах у загаданного человека? Сердится, поставил чувства на паузу, сейчас холодный и отстраненный, потому что им движут страхи. Он боится, возможно, боится реакции соперницы, вот у кого соперница есть. Может бояться терять свою финансовую стабильность, потому что она для него важна. Тяжело ему сейчас на сердце, и старается уходить он от этой тяжести головой в работу. У него, знаете, вот как будто бы некая трансформация сейчас в чувствах происходит, и он даже может стараться отстраняться от вас, находиться на выборе, что делать дальше. Здесь у многих треугольники отыграются и соперницы, потому что мужчина на выборе, и он понимает, что этим выбором он и себе, и вам причиняет боль. Он понимает, и он сам страдает, он очень переживает. А что будет делать? Смотрите, у кого человек в браке, так и будет в браке оставаться. Для него важна стабильность. Но он настроен на какие-то, знаете, перемены, которых он намерен дождаться. Вот знаете, причем по колесу фортуны это не его действия спровоцируют эти перемены, а вот сначала там, хорошо, дождь закончится, я подожду, и потом я начну действовать. То же самое и в ваших отношениях. Вот случится какое-то событие, да, дадут мне большую зарплату, я там налажу свое финансовое положение, улажу проблемы на работе, они решатся, и я тогда начну действовать. Но здесь ему важна стабильность, и он к этой стабильности стремится. Будет проявлять свою, знаете, вот значимость, да, свою брутальность. Но здесь, возможно, опять же, качели с его стороны, потому что он устал от ситуации. Действовать он будет, но те трудности, которые есть на сегодняшний день, они его изнуряют и выматывают. И для того, чтобы его насытить вот этой энергией, дать ему силы двигаться дальше, вам очень важно пребывать в женской энергии, потому что он сейчас будет уходить в мужскую, в грубую. Вам важно оставаться мягкой, нежной, ласковой, заботливой, для того, чтобы у него вот это вот состояние апатии ушло, если вы заинтересованы в отношениях с этим человеком. Обязательно что-то напишет, но здесь опять, видите, соперница выпадает, здесь вот какие-то
две женщины, вот они, вы и соперница, соответственно. Здесь будет какая-то информация, возможно, касаемая их отношений, возможно, касаемая ваших отношений. Мужчина будет выбирать, думать о том, как двигаться дальше. Причем здесь он готов побеждать любой ценой. Здесь ему важно, чтобы была принята его точка зрения, и действовать он будет по справедливости, то есть так, как считает правильным, так, как считает нужным. Давайте совет для вас посмотрим. Карта императрица, смотрите, императрица вообще карта женщины, законной супруги. Это женщина, которая всегда довольна, которая уверена в себе, любит, любима. Дарите ему тепло, ему вот эта женская энергия сейчас необходима. Дарите ему вот эту стабильность, потому что человек изначально ищет стабильности, такого, знаете, очага семейного, да, того оплота, куда он может всегда прийти, тихая гавань, которая всегда успокоит, всегда поддержит. Каким бы разбитым, каким бы уставшим он к вам не пришел, постарайтесь наполнить его теми вибрациями, теми энергиями, которые приведут его в состояние равновесия и баланса. Потому что человек сейчас, ну, так скажем, сердит, подавлен, что-то у него не так. И для того, чтобы стало так, дайте ему понять, что он император-то рядом с вами, да, от вас он получает эту энергию, и случается у него все хорошо благодаря вам. Благодарю единички. Идем ко второй позиции. Мысли загаданного человека у вас. Мысли загаданного человека у вас. Разрушение. Смотрите, здесь что-то рушится. Причем, знаете, здесь могли быть планы на семью, но они как будто бы не оправдались, что-то пошло не так, и что-то рушится. Очень возможно, что связана опять ситуация с финансами. И здесь нужна человеку поддержка, помощь для того, чтобы преодолеть вот этот тяжелый период. Здесь такое ощущение, что его планы рухнули в отношении семьи. О многом сожалеет, понимает, признает свои ошибки. Хочет перемен. Возможно, человек находится на стадии развода либо с вашей соперницей, да, и хочет, знаете, прийти к тому состоянию, когда можно будет вот отдохнуть, спокойно прийти к гармонии. Хочет спокойствия. Спокойствие ему дается тяжело. Ждет от вас поддержки также и того, чтобы вы вселили в него уверенность, что все у него получится. Что чувствует к вам? Во-первых, здесь страсть очень сильная. Страсть. Ощущение того, что вы нужны друг другу, да, вы его действительно наполняете, заряжаете той энергией, которая ему необходима, и он понимает, что ему нужно делать ответные шаги. Есть влюбленность, есть чувство, здесь не голая страсть, а здесь вот именно ощущение близости душ. И он понимает, что сейчас очень многое будет зависеть от него, от его поступков, от его каких-то решений. А давайте посмотрим, что будет делать. Чувство будет проявлять. Но движение здесь вперед будет очень медленное. Он, знаете, вот пажом он выпадает. У него как будто бы, знаете, силы иссякли. Рухнувшие планы его несколько подкосили. И ему нужно время для того, чтобы успокоиться и, так скажем, прийти в состояние гармонии. Дальнейшее движение будет, знаете, весьма таким неспешным. Но здесь есть выход на новый уровень, выход на новый этап. Самое главное, вот по пятерке пентаклей, не упустить этот шанс, не потерять возможность найти вот эти вот точки соприкосновения и сохранить их, сохранить гармонию, потому что здесь есть любовь. Старайтесь, чтобы вот эти вот рухнувшие планы не выбивали вас из колеи, не сбивали с курса, потому что здесь только через трудности, через взаимную работу над отношениями вы придете вот к этой любви и гармонии и сумеете все сохранить. Он наполнится силами, он будет делать шаги. Единственное, что пока
союз может быть неофициальным между вами, да, вот по Луне это неопределенность, но вы в союзе, вы в паре, и желание созидать в этом союзе у мужчины есть. Ему главное, знаете, вот реабилитироваться, прийти в себя после вот этих разрушений и разочарований. Какой вам совет здесь? Помогайте друг другу. Помогайте друг другу. Карта императрицы — проявление заботы и любви. Побудьте для него мамочкой, побудьте для него вот именно тем человеком, который ему поддержит. Здесь нужно именно поработать. Здесь работа над отношениями должна быть взаимной, должна идти с двух сторон. Он придет в форму, он сможет двигаться, сможет двигаться вперед, имею в виду, сможет дать вам того, что вы от него ждете. Ему главное заново поверить в себя. И ему вот это тепло, вот это понимание, вот эта любовь от вас сейчас необходима. Поэтому старайтесь вдохновлять своего мужчину на подвиги, старайтесь дать ему возможность передохнуть, выдохнуть, собраться с новыми силами для того, чтобы идти дальше. Благодарю двоечек за просмотр. Идем к третьей позиции. Что у троечек? Мысли загаданного человека у вас. Император. Либо на супруга смотрите, любит вас очень. Уверен то, что вы вот именно пара. Уверен в том, что вы друг для друга созданы, но чего-то ждет, как будто бы вот каких-то свершений. Возможно, были финансовые потери, из-за которых сейчас есть ограничения, и он находится в ожидании. Наблюдает за тем, как вы реагируете на эту ситуацию. Проходит какие-то, знаете, вот уроки, которые учат его правильно принимать решения, правильно себя вести по отношению к вам. Наблюдает за тем, как вы себя ведете. Но он хочет счастья рядом с вами. Он понимает, что с вами нужно идти дальше, потому что вы тот человек, с которым он сможет преодолеть все трудности. И эти трудности преодолевать он будет, несмотря на ограничения. Что чувствует к вам? Сейчас почему-то обижается, сейчас почему-то какая-то у него, знаете, вот борьба разума и чувств. Люблю и ненавижу. Устал от всего. Если в разлуке, то обижается и грустит по вам. Но чувство здесь однозначно есть. Считает вас действительно вот своим человеком. Что еще по чувствам? Вы его семья. Вы его семья, вы ему родной, близкий, дорогой человек. Семья, имею в виду, вот воспринимает вас как семью. Вы его счастливый шанс, он в это верит. Ему важно справиться вот с этими сложностями, с трудностями, которые, опять же, скорее всего, завязаны на финансах. Ему важно это преодолеть и уметь идти дальше. Что будет делать? А здесь вот чем-то вас огорчит. Во-первых, может в поездку какую-то собраться. Ой, смотрите, у многих может просто уйти, знаете, в запой, грубо говоря. Семерка кубков — это иллюзии, это вот кому свойственно, знаете, заливать горе. Может сходить, ну, так скажем, прибухнуть, да, выпить для того, чтобы отвлечься. Ну-ка, чем будет вас расстраивать? Может сказать неправду. С чем связана ложь? Достижением каких-то целей, либо страсть. Двойка кубков. Смотрите. Может искать какого-то партнерства на стороне, но вот это партнерство, смотрите, оно изначально связано с достижением какой-то цели. И вот это партнерство, возможно, в поездке, возможно, поедет куда-то, вас будет расстраивать. То есть вы, скорее всего, будете на дистанции. Может, причем там случится вот эта тусовка такая, из-за которой вы будете переживать. Своими действиями вот этими все рушит. Потому что не в силах справиться с ситуацией. Но, вы знаете, он сможет это вырулить, да, несмотря на свои косяки, которые он совершает. А косяков здесь, судя по всему, он наделает. Что будет делать? Если вдруг вы закроете дверь, да, психанете, скажете: все, уходи, он поборется за ваши отношения, он пойдет на жертву, потому что он вас любит, вы ему дороги. Как ни крути, все остальные связи, все остальное партнерство — это лоск, мишура, это средство для достижения цели, а в сердце у него вы. Как вам себя вести, чтобы
все было хорошо. Партнерство, пустая карта. По ситуации смотрите, по ситуации принимайте решения, верьте, надейтесь. Карта звезда, смотрите, не ходите по кругу, не совершайте ошибок прошлого. Знайте вообще, ради чего вы в этих отношениях находитесь. Знайте, ради чего вы вообще до сих пор в них были, ждали и надеялись. Умейте получать удовольствие от того, что есть. Знайте, что человек вас любит. И пусть данная ситуация будет вам уроком, вам самое главное вынести вот эти вот правильные, да, выводы, сделать правильные выводы из той ситуации, которая сейчас между вами. Благодарю троечки. Благодарю всех за просмотр. Традиционные лайки, подписки и комментарии приветствуются. Благодарю всех, кто смотрел. Увидимся с вами в новых видео. До новых встреч.